粉加下自然嘅啲水太過。多少呢？Габати. Мы сейчас находимся на фабрике производителя габа чая. Помимо прочего, то есть они еще делают и красный чай, и других сортов, но делают также габа. А вот это вот их сертификат на отсутствие любых вредных веществ. Кроме того, есть еще сертификат именно того, что это габа, то есть сделано именно полностью соблюдение технологии без кислородной ферментации. Чаек очень вкусный. И скоро поедет к нам. Red tea. Samu lake. Very famous in Taiwan. You know Samu lake? 宾州啊，宾州你叫什么名字？这个叫做 is Taiwan. In Taiwan, no people to work the tea. 啊， Когда на это kan deh, kan deh. Ну, здесь вот у нас сырье, собственно, только что собранное сегодня ручного сбора для производства габа чая. Вот это.叫什么名字？那个狮子菌，什么狮子菌？Динланд. Называется полностью сорт куста Динланд сызычунь. Вот. И интересно, то, что он так довольно сильно отличается от традиционных улунов. Вот такой вот у него желтый цвет череночка. И посредине листа вот тоже такой характерный рисуночек. Почти на всех листах. То есть он не просто зеленый, а вот такой вот имеет желтый оттенок. Вот. И именно такой чай используется, такой сорт куста используется для производства габа чая. 这个它打10号， 新鲜 Динсюань. 的ruby black tea to you. Great. Awesome. Thank you. 很 多人买茶。 А вот с этих как раз кустов и собирается чай габа. То есть это, как я уже говорил, сызычунь, особый подвид сызычуни. Вот. Есть два способа его сборки, то есть машинная и ручная. Но, соответственно, по цене эти чаи тоже отличаются в 2 раза. Вот. И, естественно, ручного сбора чай гораздо вкуснее. А это один из самых знаменитых сортов тайваньского чая. Называется он тайваньский чай номер 18, называется хон ю, то есть красный нефрит. Вот. Ну, из него делают, соответственно, красный чай, в том числе и знаменитый чай, красный чай с озера Сан Мун Лейк, то есть Джужи Юэтан. Вот. И вот что наш фермер, он один из главных поставщиков почти всех туристических магазинчиков вот этого самого Жи Юэтана. Здесь происходит идеал нашего чая. Почему я говорю нашего? Потому что специально по нашему заказу он был собран. Завтра его начнут делать и поедет к нам. Захо чао. захо шайсин. 肉年. шайсин在肉年. 肉年是最后的. 然后那个 передо мной находится та самая машина, при помощи которой делается габа чай. То есть это машина вакуумной ферментации. Перед тем, как чай помещается сюда, сначала проходит обычные стадии для улуна. То есть сначала, значит,
значит, в Эйдяо, то есть в первой влаге, потом, значит, в темном помещении еще доходит он примерно полсуток или ночь, там по-разному, да. После этого чай помещается сюда на 8 часов, потом достается, прожаривается и снова на 8 часов. И так это делается 3 раза. Для чего нужен этот индикатор давления? Для того, чтобы давление было ни в коем случае не меньше, чем 70 атмосфер. Потому что если оно меньше, то, в общем-то, чай, технология будет нарушена. Поэтому обязательно откачивается полностью весь воздух, а потом уже, собственно, начинается вакуумная ферментация. То есть вот здесь есть индикатор того, что воздух оттуда ушел, вот, значит, труба. После того, как воздух полностью откачан, труба закрывается, и чай просто внутри находится 8 часов. И, как я уже говорил, эта стадия повторяется 3 раза. Чем же так полезна габа? Почему габа-чай настолько популярен стал на Тайване, в Японии, затем материковом Китае и далее распространился по миру, в том числе и в России? Потому что во время вакуумной ферментации этого чая выделяется так называемая габа-кислота, то есть габа-аминомасляная кислота. Что это вещество делает? Оно помогает размыкать напряжение нервное в мозге человека. То есть во время сильной мозговой деятельности мозг подает сигнал всему телу сильного напряжения, который иногда передается даже там на мышцы и так далее. И эта кислота – это один из очень немногих компонентов, которые могут дать сигнал мозгу, вот этим вот нервным связям мозга, расслабиться, то есть перестать быть напряженным. И именно за это свойство считается, что габа-чай особо полезен для людей, которые занимаются такой усиленной мозговой деятельностью, то есть сильной нагрузки именно на мыслительный процесс, да? Вот. Именно эти качества наиболее важны. И никакой другой чай не способен выделять именно вот это вещество. В том числе и абсолютно, можно сказать, все сорта китайского чая и тайваньского. Оно может выделяться только именно во время вакуумной ферментации.